Привет, дорогие друзья! Это одно из 33 видео на 33 языках, которые я сделал сам, используя только машинные переводчики, без какой-либо помощи от других людей. 13 лет назад я знал только 3 языка – русский, украинский и английский. Затем я начал разрабатывать мой собственный метод изучения языков, который я назвал Доброяз. Сегодня я могу слушать аудиокниги, лекции, новости и смотреть ток-шоу и документальные фильмы на более чем 20 языках. Мне потребовалось 15 лет, чтобы научиться слушать мой первый иностранный язык английский. Используя мой метод в том виде, в каком он существует сейчас, я могу в течение 3 месяцев выучить такой язык, как немецкий, французский или испанский, от нуля до уровня прослушивания простых аудиокниг или новостей. В моих будущих видео я расскажу о практическом применении моих идей, а здесь я хочу дать вам общий обзор того, чем мой метод отличается от других. Самая важная цель при изучении языков – научиться понимать на слух. Если вы сможете это делать, то даже после того, как вы перестанете изучать язык, вы все равно будете слушать его в свободное время с помощью MP3-плеера или смотреть видео на интернете. И язык не только никогда не забудется, но и продолжит совершенствоваться практически сам по себе, пока вы слушаете или смотрите что-нибудь интересное. Если вы хотите научиться слушать, то вам нужно знать десятки тысяч слов. Никакие особые трюки и хитрости не помогут, если вы не знаете достаточно слов. Но выучить их не так сложно, как многие думают. Другие методы либо выбирают несколько сотен слов и полируют их до совершенства, игнорируя остальные, либо утверждают, что слова попадут в вашу память сами по себе, если вы будете просто пассивно читать или слушать, не пытаясь их изучать нарочно. Моя идея состоит в том, чтобы найти золотую середину между этими крайностями. Да, нужно изучать слова, но делать это надо эффективно. Нужно выучить их достаточно хорошо, чтобы слушать, но нельзя позволить себе роскошь тратить слишком много времени на каждое слово. Когда вы пытаетесь воспринимать язык на слух и у вас это не получается, есть 2 возможные причины. Либо у вас слишком мал словарный запас, либо недостаточен опыт слушания. В первом случае надо побольше читать и изучать слова, во втором надо побольше слушать. Чтобы отличить одно от другого, я изобрел параметр, который я назвал SNN – слов на неизвестное, и который основан на проценте незнакомых слов в тексте. В начале изучения языка мой SNN составляет от 2 до 5. Когда он достигает уровня от 50 до 70, я начинаю слушать первые тексты. SNN также поддерживает мою мотивацию, поскольку в любой момент я могу объективно оценить мои успехи в изучении языка. На раннем этапе я не слушаю ничего, кроме песен и слов из говорящих словарей. Я не слушаю упражнения, обычно не слушаю упрощенные тексты, не читаю во время слушания или прямо перед слушанием, не читаю вслух и не использую никакие другие особые трюки. Если я не знаю достаточно слов, то никакие уловки не помогут понимать на слух. А если я знаю достаточно слов, то никакие особые трюки не нужны и на них жалко тратить время. Единственным исключением были пары предложений на 2 языках, но даже это не обязательно, и я слушал их только на некоторых из моих языков. Скучную информацию гораздо сложнее запоминать. Основой моего метода является чтение реальных интересных текстов и изучение слов из них. Тексты могут быть любыми – книги, газеты, песни, научные статьи, даже социальные сети, все, что интересно лично вам. Лично я для изучения языков использовал все, включая субтитры к фильмам, литературные произведения, статьи в интернете, сообщения в социальных сетях и так далее. И даже сегодня, когда люди пишут мне комментарии, я выписываю и изучаю использованные ими слова, которые оказываются для меня новыми. Чем интереснее тексты лично вам, тем лучше вы запомните взятые из них слова. Кроме того, если вы выбираете интересные для вас темы, то вы будете изучать именно те слова, которые соответствуют вашим интересам. Выписав новые слова, я использую мои собственные методы запоминания, чтобы изучать эти слова в течение следующих нескольких дней. Это ключевая часть моего метода, и я расскажу вам все подробности в моих более поздних видео после того, как я объясню общую философию моего метода. Я не изучаю языки с помощью таблиц и списков. Я не запоминаю списки цветов, чисел, месяцев и даже алфавиты. Всю эту информацию я получаю из реальных текстов. Я читаю таблицы и списки либо тогда, когда мне это действительно нужно, либо когда я хочу организовать и улучшить знания, которые я уже получил из чтения. Я не делаю письменные упражнения из учебников. Когда у меня появляется желание что-то написать, я пишу реальные письма, комментарии и сообщения в социальных сетях, используя онлайн-переводчики, правила грамматики и мой собственный опыт, полученный из чтения и слушания.
Я обычно не изучаю грамматические правила на раннем этапе. Максимум читаю вводные статьи в интернете или просматриваю небольшую книжку по грамматике. Потому что пока у вас не наберется достаточно личного опыта в чтении и слушании, грамматика будет для вас скучной, сложной для запоминания и может вызвать разочарование в изучении языка. Я начинаю серьезно читать грамматику только тогда, когда знаю почти все слова из примеров к правилам в учебниках по грамматике. Если я не могу найти достаточно хорошую книгу по грамматике, то я использую учебники. Я это делаю тоже на позднем этапе изучения, когда я уже знаю в них почти все слова, потому что на этом уровне я могу быстро прочитать тексты, диалоги и примеры и сосредоточиться на грамматических правилах. Я не учу слова по карточкам, записным книжкам или спискам распространенных слов. Все слова, которые нужно знать, можно запомнить и удерживать в памяти чтением и слушанием реальной интересной информации. Я не храню списки слов, которые я когда-то изучал. Если я понимаю смысл слова во время чтения, то по определению я его знаю. Если же я не понимаю смысл слова, то я его не знаю, даже если я его изучал много раз. В этом случае я снова выписываю его и изучаю. Люди часто воображают, что слово, на которое они однажды потратили время, как будто обязано им чем-то за их усилия. И даже если они забыли его, то не должны пытаться выучить его снова. Это отношение очень неправильное, поскольку многие слова, и часто ключевые слова, например, местоимения и предлоги, обычно запоминаются далеко не с первого раза. Я не запоминаю и не репетирую диалоги. В реальных разговорах способность понимать собеседников и импровизировать, основанная на обширном словарном запасе, является гораздо более важной, чем умение произносить идеально заученные фразы. Мои собеседники не читали диалоги из моего учебника и не будут отвечать мне так, как я ожидаю. На большинстве моих языков я никогда ни с кем не разговаривал, потому что мне это никогда не было нужно. Но я регулярно использую все мои языки, чтобы читать и слушать, увеличивая мой словарный запас. И когда мне понадобится на них говорить, я просто запомню фразы и слова, нужные для первых разговоров. Важно, что я пойму то, что мне люди говорят, и что у меня есть достаточный пассивный словарный запас, который станет активным, если я начну его применять. Большинство методов не годятся для всех стадий изучения языка. После прочтения учебника или прохождения курса в школе, люди часто не знают, что им делать дальше. Моим методом можно изучать язык от нуля до любого уровня, на который у вас хватит времени и желания. Даже читая книги на родном языке, я выписываю и запоминаю слова, используя мой метод. Для моего метода не нужно никаких материальных затрат, кроме ручек и бумаги. Вы можете читать бесплатные тексты, слушать песни и пользоваться словарями на интернете. Чаще всего это даже удобнее, чем дорогие бумажные учебники и словари. Вам не нужны никакие учителя или специальные веб-сайты для использования моего метода. Это просто пустая трата времени и денег. Если вы в будущем захотите довести свой язык до совершенства, вы можете попросить носителя языка критиковать вас, как я об этом прошу в моих видео. В остальном, теоретические знания о языке вы можете прочитать сами в грамматиках, учебниках и статьях на интернете. А запоминать слова, слушать и привыкать к языку вам все равно придется самостоятельно. Научить этому просто невозможно. В моих следующих видео я объясню каждую из этих идей подробно, от общей философии моего метода до практических конкретных советов. Благодарю вас за просмотр, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии.